Привет, друзья! Сегодня на моем канале расклад. Поговорим о том, через какие ваши таланты или через что проявляется ваша связь с Творцом, ваша связь с Всевышним, в чем ваш талант. Эта тема, она, знаете, она так очень неожиданно пришла ко мне, и очень-очень хотелось бы вам показать, в чем ваша связь с Творцом и как вы ее можете наилучшим образом проявлять. Я думаю, что будет 4 расклада. Сейчас посмотрим, как пойдет. Начну с этой колоды карт. Кто-то прямо уже на этом моменте расстроился, потому что второй раз подряд вывалилась вот подобная карта. Одна карта с расстроенным сердцем, знаете, с таким тяжелым сердцем, и вторая карта вот очень похожая. Знаете, кто-то как будто бы вот на этом моменте, не могу 2 раза игнорировать карту, кто-то уже на этом моменте расстроился, либо запечалился, либо действительно кто-то из вас есть, тот, кто, может быть, потерялся, знаете, потерялся. Кто-то из вас потерялся. Это пока еще не расклад. Это сейчас вот так пошло, когда я только-только начала мешать карты. Да, кто-то из вас потерялся, и вы пока еще не очень понимаете, как будто бы куда идти. Знаете, вы спрашиваете, может быть, у кого-то совета, либо вы надеетесь, что кто-то вам подскажет. Либо вы пережили очень мощные, очень сильные внутренние трансформации или переживаете сейчас очень сильные трансформации. И, возможно, этот расклад, он будет вам полезен в этом. Да, вы наметите какие-то варианты, какие-то пути для себя, но такое ощущение, что не сразу увидите, не сразу разглядите. Так, ну что, это было отступление. Сейчас настраиваю колоду на первый расклад. В чем проявляется ваш талант, в чем проявляется ваша связь с Всевышним, ваша связь с Творцом. Ну, давайте посмотрим. Это первый расклад. Сейчас посмотрю интуитивно, сразу не буду вам обещать, сколько именно будет раскладов, потому что, видите, с самого начала уже что-то начинает меняться. Это будет первый ваш расклад, первый выбор. Поэтому пока что не выбирайте. Пока что подождите. Так, на второй расклад напросилась вот эта колода карт. Ведьмы Таро. Так, что же у нас для тех, кто выберет второй расклад? Давайте посмотрим, что будет здесь. Так, на третий расклад просится эта карта. Смотрите, как необычно. Идут совсем не те карты, которые я, в общем-то, предполагала, что я буду использовать. Ага. Да, смотрите, и здесь, помните, была карта, выпадала с завязанными глазами, с 2 мечами. И здесь 2 меча, завязанные глаза. Действительно, вот знаете, прям
прям вот в каком-то вы сейчас, в каком-то вы выборе, в каком-то замешательстве находитесь. В каком-то выборе и замешательстве. Угу. Так, ну что, разберемся. Давайте, третий расклад будет вот этот. С этими картами. Угу. Так, и... Ну что, нужен нам четвертый расклад? Нет, не нужен. Я вижу, что четвертый расклад нам не нужен. Сразу просятся поддерживающие карты Оракул каждому раскладу. Угу. Давайте так их положим пока. И почему-то сейчас напросилась еще одна колода с вопросом, какой страх самый сильный вас может сдерживать. В чем он заключается? Вот так ее положу. Первый расклад, второй и третий. Ну, необычное начало. Сейчас, пожалуйста, прям, знаете, не торопитесь. Посмотрите на первый расклад, второй расклад, третий расклад. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, медленный выдох. И вот прям увидьте тот расклад, который ваш. Вот ту цифру, которая ваша. 1, 2, 3. Либо вот те карты, которые ваши. Прям увидьте, почувствуйте их. И запомните. И сейчас буду приступать к первому номеру. Вот так вот, первый номер. Раскрываем карты. Угу. Угу. Здесь пока придержу карты. Что я могу сказать по этим картам пока что, по тем, которые я вижу сейчас? Ваша связь с Творцом, она, так скажем, поддерживается с разных направлений и осуществляется в разных сферах. И вы осуществляете ее, и свои таланты осуществляете как в обучении, как в том, чтобы достигать чего-то, достигать каких-то побед, каких-то вершин. Вот здесь я прямо сейчас очень считывается научиться, что вам необходимо научиться быть уверенным в себе, необходимо научиться побеждать. То есть это вот идет мне сейчас как одна из ваших задач в этом воплощении. Это очень интересно. И вот здесь вот что-то еще может быть, какие-то задачи, и то, что у вас может получаться, либо наоборот может не получаться. Сейчас посмотрю, получаться или нет. Такое ощущение, что может не получаться, но это одна из ваших задач. Знаете, задачи, связанные с чувствованием, с эмоциями, возможно, с умением или с тем, чтобы научиться распознавать эмоции, возможно, с тем, чтобы научиться любить или отдавать любовь, возможно, с тем, чтобы научиться каким-то семейным отношениям. Может быть, что-то связанное с ребенком, с детьми. Такое ощущение, что тема, связанная с деньгами, с финансами, с построением карьеры, у вас должна
идти хорошо. То есть, скорее всего, у вас есть какие-то таланты, связанные с построением бизнеса, с успехом, с построением каких-то дел, может быть, с зарабатыванием денег, с тем, чтобы быть первым, быть лучшим. И одна из ваших задач – это научиться чувствованию, научиться чувствам, эмоциям, тем, чтобы воспроизводить эмоции, распознавать эмоции, давать эмоции. Что-то может быть связанное с любовью, с построением любви, с построением семьи, с рождением детей. То есть вот это вот могут быть какие-то ваши задачи. Что у вас уже есть в талантах, то есть не то чтобы уже есть, оно все у вас есть в талантах, да, просто такая какая-то чувственная часть, она как будто бы скрыта немножечко от вас. Ну, так мне идет сейчас, такая информация мне идет. А та ваша часть, которая побеждает, которая умеет советовать, либо пользоваться советами других, умеет обучаться, либо обучать других, умеет быть первой, быть сильной, достигать каких-то целей, как будто бы вам это сейчас уже удается достаточно легко. Да, то есть вы преодолели уже какие-то препятствия, и вы, знаете, вот препятствия, они вас закаляют или закаляли. То есть вы преодолели уже какие-то препятствия, и вы уже можете, вы уже прям сильнее, у вас уже есть накопленная сила. И через преодоление каких-то препятствий вы становитесь еще сильнее, еще мудрее. Вы обрастаете помощниками, обрастаете теми, кто вас помогает, кто вам дает еще какой-то ресурс, дает вам защиту, дает вам мудрость. У вас поток прям вот в этом смысле раскрывается. Видите? Угу. Может быть, с точки зрения денег не прям все просто, то есть не то, чтобы они прям легко к вам приходят, но они, тем не менее, идут. То есть я не вижу в этом раскладе какого-то недостатка по финансам. То есть вот то, что касается заработка денег, все, что касается финансов, построения бизнеса, обучения, умение достигать своих целей, оно у вас уже наработано. И вы можете помогать другим людям. Это один из ваших талантов. Вы можете помогать людям тоже идти к своим целям. Вы можете их чему-то обучать, можете что-то советовать. И вот это вот один из ваших талантов тоже. Угу. Вы знаете, вот по этой карте мне идет такая информация, как будто у вас может быть нарушено чувство не то чтобы справедливости, но как будто бы вы не очень равномерно можете распределять свои ресурсы, в том числе и денежные ресурсы. Как будто бы у вас может быть с этим провал, да, как будто вы недостаточно распознаете, кому и в каком количестве распределить свои ресурсы, в том числе деньги, в том числе свои знания. Знаете, вы можете в этом смысле терять. И это тоже одна из задач, которым вам необходимо научиться. То есть да, вот какие-то такие задачи идут знаете, со справедливостью. Может быть, даже у вас возникают какие-то ситуации, когда вам необходимо защищать себя в суде, или защищать себя перед законом, или пользоваться услугами каких-то людей, которые бы вас защищали. То есть вот смотрите, здесь человек стоит с весами, с денежкой, да, как бы взвешивает, у вас эта карта заблокирована. Ну, не то, что заблокирована, она перевернутая, то есть здесь немножечко дисбаланс идет. И идет justice, да, справедливость, которая тоже с весами, тоже взвешивает. И как будто бы у вас, ну вот, есть какие-то сложности в этом направлении.
Так. Давайте посмотрим, какой страх у вас очень сильно проявляется в вашем. Здесь, как знаете, по этой карте я считываю, как будто бы вы мудрость накопленную. Почему-то у меня идет здесь мудрость предков, мудрость вашего рода, либо мудрость какая-то человечества, как будто бы вы ее отвергаете. У вас есть страх, знаете, принять чью-то мудрость, знаете, чьи-то знания как будто бы. Хотя вот здесь вы хорошо обучаетесь, но это, знаете, такое обучение на грани, на уровне ума, логики. А здесь такое более тонкое какое-то знание. Как будто бы вы что-то боитесь принять, вы что-то отвергаете. Почему вы боитесь это принять? Почему вы это отвергаете? Потому что вы боитесь, что эти знания, они как-то очень сильно на вас повлияют, а вы не понимаете, как именно они на вас повлияют. Вот у меня какое-то такое идет чувство. То есть идет какой-то страх принятия каких-то знаний или каких-то ресурсов, потому что вы думаете, что они на вас очень плохо повлияют. Интересно, что бы это могло быть? Но вот у меня больше идет такое прям вот ощущение, я прям вижу, да, что это какой-то родовой канал, да, то есть это что-то связанное с предками, с родом. Может быть, это что-то связанное с древними знаниями. Знаете, вот у меня есть такое ощущение, что вы очень такой человек, может быть, материальный, может быть, такой, как бы вам сказать, как вот это вот слово, практичный, что ли. То есть вам необходимо, вот все знания, которые есть, вам необходимо их прочувствовать, именно видеть их, прочувствовать, понимать, да, с точки зрения ума, с точки зрения логики, интеллекта. То есть вам как будто бы необходимо видеть вот прям материальную сторону каких-то знаний, убеждений, утверждений, а то, что накоплено, может быть, веками, тысячелетиями, да, какой-то опыт, какие-то знания, вы как будто бы не можете их пощупать. Вот мне даже воздушный вышел король. Вы как будто бы не можете их пощупать, и из-за этого вы в них не уверены, вы их отвергаете, вы даже не хотите принимать их в свою жизнь, вы защищаетесь. Ну вот так вот, интересно. Ну, соответственно, идет какая-то рекомендация открыться этим знанием. Я бы очень рекомендовала вам проработать, да, какие-то истории, связанные с родом. Может быть, что-то, что бы вам хотели ваши предки или ваш род передать. Может быть, кстати, даже вам снятся какие-то сны. Может быть, вы, знаете, может быть, предки к вам приходят в ваших снах. И вот прям вот такое ощущение, что вам необходимо преодолеть вот этот какой-то барьер и пойти туда, пойти в эти знания. Если вам это откликается, приходите на сессию Theta Healing, поработаем с вами. Потому что, вот знаете, я прям вижу вот в том, что вам, в том, что содержится, в том количестве знаний, в той энергии, которая содержится в знаниях ваших предков или в каких-то древних знаниях, знаете, прям вот тысячелетних каких-то знаниях, там содержится очень много ресурса. Прям очень много ресурса, очень много огня, очень много ресурса. Так, давайте посмотрим, что здесь. Да, смотрите, мудрость идет. Филин.
Филин идет вам, сила, символ мудрости. Прям прочувствуйте его. Это вот символ, знаете, вот таких древних-древних знаний. Вам необходимо им открыться. И это даст вам очень большой ресурс для победы. Ну вот как-то так. Да, когда я подумала, я спросила про материнство или вот какие-то такие семейные истории, про истории любви, эмоций, чувств, материнства, вышла карта страхов. То есть таких, причем внутренних страхов, да, таких теневых страхов. То есть вот в этой области у вас есть какие-то страхи. Очень может быть, что эти страхи также связаны с какими-то родовыми программами. С тем, что передалось от вашей семьи. Посмотрите, если у вас они есть, посмотрите, как сценарии, связанные с семьей или с рождением детей, как они передавались, как они проявлялись, да, у ваших родителей, у ваших бабушек, дедушек. Да. Прям, вот знаете, прям вот женская энергия идет, лунная энергия. Вот там что-то скрыто, там что-то спрятано, и вам как будто бы необходимо раскрыть вот эту вот историю, вашу какую-то семейную, родовую историю. Может быть, по женской линии, скорее всего, по женской линии прям идут, знаете, какие-то вот такие вот родовые истории, какие-то препятствия, какой-то опыт, может быть, негативный. Может быть, даже... Ну, мало ли чем занимались наши предки, может быть, даже какие-то магические истории. Знаете, а-ля там клятвы или какие-то вот такие вот аскезы. Ну вот как-то так. То есть это вот те направления, с которыми вам необходимо работать. Я очень прям сильно вижу, что вам необходимо поработать вот со всякими какими-то родовыми историями, родовыми практиками, с родовой историей, с принятием информации очень такой древней, давней, какого-то опыта, знаний, прям таких древних-древних, может быть, опыта ваших предков, и прям поработать с женской линией, да, вот с темой всего, что касается женских энергий, женского тела, деторождения, замужества, отношений и процветания также. Проработать какие-то свои теневые истории, теневые стороны. Это все очень хорошо прорабатывается на Theta Healing. Поэтому, если есть желание и возможность, то приходите на сеансы Theta Healing. Ну вот как-то так. При этом, видите, у вас идут такие энергии, да, то есть что про ваш талант, через что проявляется ваш талант, это то, что вы свои знания действительно можете преобразовывать во что-то стоящее, в какой-то продукт, в какой-то бизнес, в какое-то обучение, и вы можете проявлять себя как человек, который ведет за собой людей, который помогает людям взбираться, да, на ступеньку выше, становиться лучше, умнее, сильнее, ну вот как бы чему вы умеете чему-то обучать. Вам необходимо проработать со справедливостью. Кстати, Justice — это также кармическая карта. То есть, и причем, знаете, смотрите, здесь тоже ребенок, то есть тоже какая-то вот может быть история с ребенком или вот с какой-то справедливостью. То есть вот, знаете, прям какая-то кармическая такая карта идет на тему справедливости. Есть смысл с этим поработать. Ну вот как-то так. Пишите ваши впечатления от этого от этого расклада. Сейчас посмотрю, может быть, вам еще какую-то карту от ангелов достать. Сейчас
Посмотрим, что скажут ангелы. Пишите ваши впечатления от этого расклада в комментариях. Что вам скажут напоследок ангелы? Forgiveness, прощение. Я прощаю себя и других, я свободна. Вот такая рекомендация от ангелов. То есть вам ангелы напоминают о теме прощения. Очень сильно коррелируется эта тема и с непринятием своих предков и своего рода. Очень сильно проявляется эта тема вот здесь, вот тоже в этой карте. И вот здесь в перевернутой карте. И вот в этой теневой стороне тоже. Но у вас, смотрите, у вас есть возможность этому научиться. То есть вы не воспринимаете, да, эти слова, этот расклад как что-то, что вас, ну, знаете, как приговор какой-то. Если вы смотрите этот расклад, если вы его выбрали, не думайте, что все так плохо. Все совершенно неплохо. На самом деле это вам подсказка. Все это есть в вас, есть потенциал к этому. Просто вам необходимо с этим поработать. Просто, ну, на самом деле это не так сложно, но, конечно, на это требуется время и внимание, ну, ресурсы. Да, вот еще одна карта очень важная, башня. Действительно, работайте над этим. То есть это не безнадежно. Когда вы это проработаете, у вас, вы очень сильно вырастете в своем ресурсе. Может быть, вы знаете, такое ощущение, что сейчас вы немножко, может быть, топчетесь на месте, как будто подзастряли. И проработав вот эти моменты, вы очень сильно вырастете. Да, это очень важно. То есть вот эти вот вопросы, прям вот первоначальные, прям самые первостепенные, вот что здесь сейчас выделяется, это вот эти вот темы женские и тема работы с предками, с родом. Информация, принятие информации. Но если вы смотрите мой расклад, то у вас уже есть некое понимание каких-то тонких моментов, энергетических моментов. Или, может быть, вы только начинаете этим интересоваться. То есть я вижу здесь более такое материальное мышление, но вы уже идете в этом направлении. У вас все для этого есть, просто нужно еще поработать. Вот. Ну вот такой первый расклад. Обязательно отпишитесь в комментарии, как вам откликается этот расклад. И я приступаю ко второму.